Юрий и Юхим Полищуки, два брата из Полесья, приняли решение эмигрировать в США в конце XIX века, столкнувшись с бедностью и лишениями, которые царили в их родном краю. До эмиграции Юрий и Юхим жили в бедности, как и большинство людей в их деревне в Житомирской области. Они были не женаты и работали на земле, которую обрабатывали поколения их предков. Однако тяжелые условия жизни, голод и экономические трудности вынуждали искать выход. В те времена нищета была распространенным явлением. Многие семьи не могли прокормить себя, и каждый день был борьбой за выживание. Наша жизнь стала невыносимой. Мы смотрели, как умирают от голода наши соседи, а впереди не было никакой надежды. Мы решили продать все, что у нас было, чтобы попытаться найти лучшее будущее за океаном. Юрий и Юхим приняли решение уехать с волной эмиграции, которая охватила многие украинские земли в 1895-1900 годах. Они продали все, что имели: одежду, сапоги и другие пожитки. Братья отправились в Америку практически без ничего, надеясь, что там ждет работа и возможность выжить. Вскоре после отъезда от них пришло письмо на сельский совет, где они сообщали своей семье о благополучном прибытии в США. Это письмо стало первым знаком, что они добрались до места назначения, а также источником надежды для оставшихся родных. Когда мы добрались до Америки, мы почувствовали облегчение, но впереди нас ждала неизвестность. Нам предстояло найти работу и начать новую жизнь в чужой стране. Несколько лет спустя Юрий и Юхим написали новое письмо своему родственнику Макию Полищуку, в котором пригласили его и других членов семьи переехать в США. В письме они подробно описали маршрут, объяснили, сколько денег нужно на дорогу и что следует взять с собой. Братья писали, что в Америке они уже обжились, у них есть работа и жилье, они выучили язык и чувствуют себя уверенно. Америка дала нам шанс. Здесь есть работа, есть возможность строить будущее. Мы уже освоились и готовы помочь своим родным приехать сюда, чтобы начать новую жизнь вдали от бедности и лишений. К сожалению, политика того времени сыграла свою роль. Письмо братьев Юрия и Юхима заставили вскрыть в сельском совете, и власти не доверяли содержимому письма, подозревая его в шпионаже или иных преступлениях. Хотя семье позволили прочитать письмо, его вскоре изъяли, и дальнейшая переписка была прервана. Макий, прапрадед рассказчика, был готов уехать в США, начав даже продавать имущество, чтобы собрать деньги на дорогу. Но у него уже была жена и дети, и он не осмелился уехать, опасаясь, что не сможет забрать семью с собой. Я был готов рискнуть ради нового будущего, но страх за судьбу моей семьи остановил меня. Я не знал, удастся ли забрать их в новую страну, и остался. Из-за политической ситуации и цензуры письма от Юрия и Юхима больше не приходили, и связь с братьями была утеряна. Их история превратилась в семейное предание, передаваемое из поколения в поколение, а содержимое письма рассказывали устно, сохраняя память о двух братьях, которые смогли уехать в Америку и начать новую жизнь. Наша семья всегда вспоминала их с надеждой и гордостью, что они смогли вырваться из бедности и построить новую жизнь. Это стало частью нашей истории, нашего наследия. Этой историей с нами поделилась наша подписчица, это история ее семьи, передаваемая из поколения в поколение, которая до сих пор живет в сердцах ее потомков.